Есть запечатка. Там есть Да, запечатка, запечатка есть. но немного. Не полностью запечатали еще. Вот только сверху здесь. Сейчас Никита дыми на рамку. Пчелы во время медосбора очень сердятся. Работу надо эту проводить быстро, потому что они могут нас атаковать. Частично они еще только запечатали. Запечатано нет. Да.
янтарь. Друзья, всем огромный привет! Всем привет! Мы сегодня наконец-то будем качать первый мед. Пчелы уже запечатали частично рамки. Мы приготовили медогонку. И сейчас будем качать мед. Вот можете видеть. Рамки запечатаны. Но они запечатаны частично. Распечатываем первую рамку. Срезаем очень тонко. Нож должен быть острый, тонкий и длинный, чтобы им было удобнее работать. Так как рамки запечатаны частично, то мы их распечатаем быстро. Тут работы немного. Так, и с другой стороны. Бывает такое, что рамки запечатаны полностью. Там распечатывать их долго. Целая история. А здесь небольшие островки, такие участки. Ножичком прошелся и все. Так, тут вот еще немножко. Обязательно распечатываем все, чтобы мед у нас вышел весь. Так, здесь вот немножко еще. Все. И ставим рамку в медогонку. Здесь у нас входит 2 рамочки. Вот здесь, смотрите, здесь уже запечатано побольше. Это вот, наверное, одна из самых запечатанных рамок у нас будет. Тоненько срезаем. Пчелы — это очень удивительные насекомые, без которых невозможна жизнь на земле. А еще они нам дают вот такой вкусный мед.
Давайте уже попробуем первый мед. Сейчас срежем побольше с медом. Так, давай, Катя. Тебе первый. Держи. Побольше меда. Так, и я попробую. Сладкий. Он не то чтобы сладкий, он приторный. Угу. В горле першит от него. Но очень вкусный мед. Если съесть 3-4 чайных ложки такого меда, то голову точно закружит. Но мед очень вкусный. По цвету он такой желтый, светло-желтый мед. Он не зеленый, он не темно такой коричневый, как янтарного такого темно-янтарного цвета. Он такой желтый. Очень вкусный мед. Еще хотел бы сказать, пока не забыл, про такой момент. Вы, наши зрители, просите нас, чтобы мы комментировали работу, когда мы идем к пчелам. Но баба Галя у нас не любит разговоров во время работы с пчелами. Она сконцентрирована на работе, и мы тоже у нее учимся. Поэтому что-то комментировать у нас не получается. Мы там, бывает, между собой разговариваем, общаемся, вы там что-то слышите, какие-то моменты про маточники, про трутней, про все вот это. Но как такового рассказа у нас не получается. Так что предлагаем вам просто наблюдать за красивым процессом работы с пчелами. А также на ютубе есть еще разные каналы, так скажем, обучающие, где все подробно рассказывают про пчел. Их там много, можете посмотреть, поучиться, мы тоже смотрим и что-то для себя берем, так скажем, учимся, потому что работа с пчелами, она очень большая, обширная. И, допустим, два мастера, которые уже давным-давно занимаются пчелами, у них в чем-то могут расходиться мнения. То есть мы вот такое заметили, разные способы, разные какие-то вот моменты. Так что у нас просто можете посмотреть работу с пчелами, как мы это делаем. И отвечу на самый часто задаваемый вопрос, что мы срезаем белое с рамок. Это трутни, мы их убираем. Так, рамочку почти дочистил. Это у нас последняя рамка, сейчас уже будем крутить медогонку. Так, сейчас туда распечатываем. Участочек еще. И на этой стороне немножко. Начинаем раскручивать рамки. Сейчас, смотрите, мед начинает на стенке медогонки прилипать и стекать вниз. Сильно раскручивать не нужно, чтобы рамки у нас не погнулись, не выпали. Или еще можно сказать, не деформировались. Вот так вот потихонечку крутим. Потом их нужно будет развернуть и в другую сторону, чтобы мед вышел с двух сторон. Вот такой вот медогоночный аппарат. А запах какой стоит. У нас тут пол неровный, медогонка немножко шатается, мы ее выровняли более-менее, я ее придерживаю и тихонечко кручу. Как веер, как опахало, с приятными ароматами.
Останавливаем медогонку и разворачиваем рамки. Так. Все. И снова раскручиваем. Сейчас мед будет выходить уже с другой стороны. Вот, сразу же пошел. Очень вкусно. Рамки пустые, можно их убирать. Мед мы будем наливать в ведро. Ставим ситечки, 3 ситечка, чтобы там оставалось все ненужное. И открываем. Немного наклоняем. Мед сразу же пошел активнее. Мед в медогонке уже заканчивается. Мы ее приподняли, наклонили, чтобы вытекали остатки. Катя держит ситечки, их приподняла, потому что уже полное ведро меда. Вот такой мед с пузырьками. Все, заканчиваем. Это у нас получилось с одного магазина 10 рамок.
Ну вот, ребята, я думала, что этот мед с донника. Правильно. Угу. Вот. Даже Первый по мед запаху с похож. донника. И запах. Мгм. Да, ведь, Катя? Запах такой, я даже подходила, нюхала цветочки. Ну И вот вот тогда вот тут они вовсе гудели. Женя-то сосед идет и говорит, ну, говорит, пчелы у вас, там гул стоит. Это правильно с донника мед. Ну, это основное, вот они с него и побрали. Тем Да. более его очень много донника. Ну вот теперь зацвел кипрей. Теперь они уже летают на кипрей. На Иван-чай. Ну, кипрей в народе, а Иван-чай. Ну, вот осот зацветет. У нас в нашей местности из осота очень много берут пчелы меда. Ну, он самый вкусный, наверное, сосот-то Ну, вот получается. последний, мне больше всего нравится мед. Вот в конце они берут вот с разных трав. Особенно вот сосота. Он такой зеленоватый. И до того он какой-то вот вкусный-вкусный. И ароматный очень. Слипы у них не получилось, побрать жарко было. А Где-то у слипы нас. они берут в тихую, спокойную погоду, когда цветет липа. И нет ветра. А нынче как раз была очень сильная жара. Липа цвела. Да, он в жару подцвела, и все, потом дожди уже пошли. Но с липы мед. Один год они брали, он приторно-сладкий. Но очень полезный. И чем крепче мед, с него тем больше голову кружит. То есть вот ешь, ну там буквально пару ложек надо свежего-то меда. Все, оно уже это закружит. Нет, ничего. Можно налить в блюдечко молока, хлеба, макать и перепивать молоком, и все. Это да, если так где-то разбавлять, а если чистый, еще на голодный желудок, он дает как бы о себе знать. Кажется, вроде немного съел, когда приторный, он прям такой в горле першит вот это. Ну, чем больше съедаешь, чем привыкаешь. Сначала-то вообще в горле першит. А я бы вот не сказала, что мне мед вредит. Мы почему-то вот все время раз ели, и мне очень нравился. Мед свежий особенно. Вот это называется парное молоко, а это парной мед. Парный мед, правда. Он такой, Да. мы сейчас его с медогонки-то сливали, пузырьки, вот они до сих пор остались, как у молока также. А ты вот, Никита, говоришь, голову кружит. Ну, кто не привычен к меду, что ли, как говорится. Но смотря с каких растений берут пчелы мед. Вот если из багульника пчелы возьмут мед, то там действительно кружит голову. Один год как-то у нас, ну, выдался год плохой, и пчелы брали из багульника. Так, ну, сколько я уж съела, не знаю, может быть, полстопочки съела, 100 граммов, ой, так не съела, наверное. Так я не помню, я упала без сознания, меня тошнило. Багульник это такая трава-то, на болоте она. А там от одного запаха голова болит. Ну, там говорят, что мед этот хороший, но его надо очень мало есть. Ну, его с чем-то. Вот с молоком, опять же, так вот. Но багульник, мы один раз на болото зашли, прошлись по нему. Там такой аромат поднялся, голова кружится и пахнет, как будто вот свежевыкрашенный вот такой краской. Так Вот. как он очень сильно пахнет. Мне вообще прям не нравится. Сразу такое какое-то головокружение. И даже есть такое чувство, будто начинаешь теряться в пространстве. Многие же... Голова болит от это него. На болото, когда уходят, и теряются так из-за этого. Из-за цветка этого. Утром вставай, чайную ложку на стакан теплой воды выпей и полчаса не ешь, не пей.